Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть на уроке русского языка. Сегодня мы поговорим о слове «красивый» в русском языке, и я расскажу, какие другие слова мы можем использовать вместо слова «красивый». Начинаем. Что значит красивый? Красивый значит имеющий приятный внешний вид, эстетически привлекательный. В русском языке слово «красивый» используется очень широко. То есть мы можем сказать «красивый» о предметах, например, это красивая рубашка, с моей точки зрения. Можем сказать красивый о людях, причем о мужчинах и о женщинах. Это очень красивая девушка. А он невероятно красивый мужчина. Мои иностранные ученики часто сомневаются, можно ли использовать слово «красивый» по отношению к мужчине. И по-русски можно, и мы так часто говорим. Красивый обозначает высокую степень эстетической привлекательности. Когда мы хотим сказать, что кто-то просто хорошо выглядит, на него приятно смотреть, он такой милый, то мы часто скажем симпатичный. Например, она очень симпатичная девушка. Он симпатичный молодой человек. Мои польские ученики, помните, пожалуйста, что симпатичный касается внешности. Это характеристика внешности, а не характер, как по-польски. Так вот, симпатичный – это менее красивый, но тоже эстетически привлекательный. Также вместо слова «красивый» для описания внешности мы используем слово «привлекательный», что значит привлекающий внимание своей внешностью. Например, он очень привлекательный молодой человек, она привлекательная девушка. Слово «привлекательный», так же, как слово «симпатичный», мы используем по отношению к людям. Хотя привлекательный может использоваться в переносном значении с абстрактными понятиями. Например, это привлекательный проект. Но это достаточно ограниченное использование этого слова. Также о женщине, симпатичной женщине или девушке мы можем сказать хорошенькая. Например, какая хорошенькая девушка. Это более книжное слово, которое однозначно встретится в книгах XIX и XX века, но в разговорной речи мы его используем ограниченно. Оно такое книжное и, я бы сказала, красивое. Еще один важный момент. Слово «прекрасный» в современном русском языке не значит «красивый». Прекрасный касается качества предмета или человека. Мы можем сказать, он прекрасный человек, очень добрый, надежный друг, у него доброе сердце. Если мы говорим, это прекрасная машина, она может быть достаточно некрасивая, но она очень хорошо ездит, она не ломается. Мы любим ее за качество, за то, как она служит нам.
прекрасная машина. Если хотим сказать, что нам нравится внешний вид машины, мы скажем, это красивая машина. Когда мы видим потрясающую природу, какой-то пейзаж, море, океан, пальмы, то можем сказать, это красивая природа, красивый пейзаж. Тоже о природе, красивой природе можем сказать живописная. Да? Например, какой живописный пейзаж. Это касается именно ландшафта, какой живописный закат, какой живописный восход солнца. Когда мы описываем предметы, характеризуем их внешний вид, то вместо слова «красивый» еще по-русски можно использовать слово «изящный». Изящный значит красивый и утонченный, изысканный. Это слово можно использовать о предметах, об одежде. Какое изящное платье. Часто о предметах интерьера. Какая изящная мебель, так можно сказать. И о человеке. Какая изящная девушка. Есть слова, которые выражают идею красоты, и мы их используем как реакцию на что-то. Например, очень красивая девушка. Глаз не оторвать. Мы можем сказать просто «Вау!» От нее глаз не оторвать. И будет понятно, что она очень красивая. Тоже это выражение можем использовать по отношению к предметам. Какой алтарь в этой церкви! Невероятный! Просто глаз не оторвать. Также можно использовать слово «загляденье» или просто загляденье. Это немножко более книжное, литературное слово, но до сих пор его можно услышать в речи, особенно людей пожилого возраста. Часто говорим это слово о людях, о детях, о животных и о предметах тоже. Какая у вас дочечка? Просто загляденье. Вау! Комната просто загляденье. Или ты сама это сделала своими руками, эту работу? Просто загляденье. И третье слово, которое может выражать наше восхищение красотой, и мы его используем в современном языке, это «не налюбуешься». Какая в этом городе потрясающая архитектура. Не налюбуешься. Или я тоже могу сказать, не могу налюбоваться. Какая здесь восхитительная природа. Не могу налюбоваться. Друзья, спасибо за ваше внимание. Я очень благодарна вам за все теплые слова и комментарии. Благодарю за поддержку моего канала. Если это видео вам понравилось, и вы знаете кого-то, кто изучает русский язык, поделитесь, пожалуйста, этим видео. Это поддерживает очень сильно мой канал, показывает интерес к русскому языку, который, естественно, сейчас не слишком высокий. Так что, если можете, сделайте, пожалуйста, доброе дело. Увидимся на следующих уроках. Пока!